Сегодня в выпуске. Как тренируется Ирина Гладкая? Коронные приемы Дмитрия Трубина. Ошибки при борьбе Алекса Курдечи. А также секретная техника от грандмастера. Итак, мы начинаем. Поехали. Спортсмен в зеленой футболке взял захват низко, изначально зная, что его соперник пойдет через верх, блокировав тем самым пронатор оппонента. Но у спортсмена с надписью «СССР» на футболке хватило силы пробить пальцы. Но в борьбе в ремне такое не прокатило. Контроль пальцами запястья и сила тяги к себе ремня сделали свое дело. Если ваш соперник берет такой захват, через верх идти бессмысленно. Нужно загибать кисть строго в бок, не супинируя и не проанируя. Вы очень легко накроете кисть своего соперника, так как его захват очень низко, и сила его сопротивления при закручивании в бок минимальна. Давай, тащи, пошел! Еще одна распространенная ошибка встречается даже уже у давно выступающих спортсменов. У спортсмена на синей стороне вроде бы выигрышная позиция, но между корпусом и локтем большой зазор. Нужно всегда стараться сокращать этот угол. Локоть должен быть почти прижат к корпусу. В противном случае ты просто будешь растягиваться. Оставляю руку одну. Идет молодой спортсмен, это связка. Оба стола, борьба в связке, никто не хочет проигрывать, поэтому все разрываются. Сейчас проверим, чьи связки крепкие. И Павел Захаров уверенно выигрывает связки, давайте похлопаем. Посмотрите, как технически верно действует за столом Дмитрий Трубин. Он даже в сложной для себя позиции не отводит руку от корпуса. Если вы давите, а рука соперника стоит на месте, лучше остановиться, закрепиться в этой позиции и переждать. Подтягивать локоть к телу нужно приучать себя на тренировках, делая специализированные упражнения, как это делает многократная чемпионка мира Ирина Гладкая. Задействование в борьбе широчайших мышц спины очень важно, так как они являются самыми большими и сильными. В перерыве между схватками нужно поднимать руку вверх и массажными движениями к низу снимать напряжение и забитость мышц, как делает это Давид Дадикян. Борьба в трицепс – это коронка Трубина. Мало кто так искусно исполняет это движение. Здесь важно, чтобы ваше плечо находилось строго сверху. Подаем корпус вперед, разворачиваемся и всей массой давим на руку соперника. Говорят, что Алекс Курдечи далеко отходит от стола. И это технически неправильно. Я соглашусь с этим. Но это Курдечи. Он огромный, и, может быть, высота стола ему не позволяет плотно прижиматься к столу. Но я вижу в борьбе Алекса другую, более существенную, на мой взгляд, ошибку. Спиной Алекс работает. Это видно. Но при атаке он не просто не подтягивает к телу локоть. Он к тому же садится, оставляя руку, тем самым теряя углы. И если соперником Алекса был бы, например, Виталий Лалетин, он бы обязательно использовал это в свою пользу. Считаешь по-другому? Напиши в комментариях. Еще раз повторюсь. Если вы не Курдечи, всегда работайте с корпусом.
держать! Ничего! Держи! Давай, Саня, жестко! Терпи! Макс, подтяни к себе! Терпи! Напоследок немного секретов от грандмастера. Думаю, армрестлеры поймут без перевода. Если что непонятно, задавайте вопросы в комментариях. И да, я в сообществе канала сделал пост на сбор средств на поездку, скорее всего, на чеченский турнир. Прошу, у кого есть возможность, поддержать любой суммой автора канала. Если вдруг будет какой-то форс-мажор или мы не соберем нужную сумму, то мы потратим эти деньги на менее дорогую поездку для того, чтобы снять для вас не менее интересный материал. Номер карты будет в описании к этому видео. Отведение у противника очень жестко. Мне его не тянуть. Он берет выше, не тянуть. Захват. Тогда я беру ниже и работаю к себе, как крюком. Ты загибаешь кисть строго в бок. Вот так. Оп. И потом открываю его пальцы. Оп. То есть он вроде выше, я ниже. Я дергаю к себе и закрываю этот угол и этот угол, два угла. Оп. И загибаю кисть в бок. А дальше смотрю, где его пальцы, я открываю его. Ты вытащил, отстранился до подножки немного, иди не давить. И тогда вставай на ладони, делаешь вперед подушку. Не идет. Я немного поднимаю, идет. Именно вставай. Пойдем, вот дальше не идет. Да, и нет, надо ударить. Или вот ударить туда. Идет. Вот ты вытащил. Оп, да. Давай. Вот. Еще. Не строго в бок, а лицом руки. Оп, здесь. Здесь. На себя еще не Да. Надо в хрюк. Здесь. Немного бьешь. Идешь. Хрюк справляется. Идем сюда, тут. И дальше локоть двигаешь. Назад. Иди давление вниз и к себе. Здесь. Оп. Туда. Вот. Право, давай. О-о-о. Давай. Здесь больше, больше. Больше? Да. Но противник не может держать и тут, и бок. Это делаешь так. Если рука двигается, бубыкая. Вперед сюда. А там немного угол срезаешь. Встал, выстрелился. И бок. Вот. Себе выделяй, надо. Обманывай. Вот. Если вынервал, иди туда. Да. Да. Вот так ручки надо отталкиваться. Чтобы тебе не повело всего туда. Держи меня. Вот себя. Вот все. И бедро вставляешь. Бедро. Держи. И сел. Если вынул, и сел. Да. Вот этот пальчик должен быть на часть кости. Вот эта косточка, она как кнопка. Очень быстро нажав на кость, разворачивается рука. Движение вверх. Встаешь в угол подушки. Разворачиваешь его пальцы и двигаешься локтем по диагонали. Оно садишься. Главное, что вытянуть голову и сесть. На этом все, друзья. Это уже 4-й ролик из рубрики «Как победить любого на руках». Кто пропустил предыдущие? Зайдите, посмотрите. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился формат ролика. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке. Для меня это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.